Всем привет! Ну что ж, примерно месяца 3 назад я делал предварительный обзор на сервер TurtleWoW с примерным описанием того, что на нем есть. Ну, сами понимаете, не поиграв на нем какое-то время, нельзя дать объективную оценку и рассказать более детально про всякие интересности, которые вы можете встретить на проекте. Честно, я еще не увидел и половины всего, что есть на сервере, но то, что увидел, вполне хватит для одного видео, которое мы назовем уже не предварительный обзор, а обзор для тех, кто только узнал о черепахе, еще не понимает, почему ему должно быть тут интересно. Сегодня не у каждого есть возможность играть на официальных серверах World of Warcraft, поэтому для них это как нельзя актуально. Для тех же, кто играет на оффе, у меня, как всегда, рекомендация. Если вы испытываете проблемы с нехваткой золота, например, чтобы приобрести жетон для оплаты WoW, поможет elfmoney.net. Более 13 лет на рынке, только опытные проверенные исполнители, лучшее качество, вежливые сотрудники. А для моих подписчиков скидка 10% по промокоду Vanilla10. Ссылка в описании. Итак, многие ошибочно полагают, что TurtleWoW отличается от оригинальной классики и часто задают вопросы из серии «А есть сервера ванилы без кастома, чтобы играть в обычный 1.12?» На что я вам скажу сразу, TurtleWoW именно та самая оригинальная ванила, без измененных талантов, со стандартными механиками и с тем же самым набором контента, что и на обычных серверах классики. Единственное, что у проекта присутствует дополнительный контент, который никак не пересекается с контентом, уже существовавшим на ваниле. То есть Molten Core, BVL, Ankerash и Naxx такой же, в том самом виде, в котором вы его когда-то видели. Разработчики пошли по другому пути. Они не стали ломать и перелопачивать рейды, как на других похожих серверах, а решили сделать свой уникальный контент, который очень даже неплохо вписывается в концепт классического World of Warcraft. Вы можете увидеть продолжение истории черных дворфов, которых поработили слуги Рагнароса, или спуститься в склеп Кражана, увидев дополнительный пласт контента, который вполне могли бы сделать и Blizzard, но по неизвестным причинам не сделали. Самое интересное, что сервер постоянно развивается. Развивается именно в рамках классики, не продолжая историю в дополнение Burning Crusade. Изначально, скорее всего, и у Blizzard планировалась такая же модель развития WoW. Но после они решили, что выпускать контент пакетами, продавая крупные дополнения, им куда удобнее и выгоднее. Но вот что еще интересно, Черепаха сделала акцент не только на финальные рейды, а расширила игру и для тех, кто только начинает игру. Если вы уже знакомы с классикой и стартуете на TurtleWoW, то можете встретить много для себя нового и удобного. Давайте начнем с самого старта. Представим, что вы только зарегистрировались и зашли на сервер. На старте вас, кроме обычных рас, встречают и две дополнительные. Гоблины у Орды и высшие эльфы у Альянса. Многие путают этих эльфов с бладельфами, но тут прошу отметить, что все-таки это высшие эльфы, раса которых довольно долго существовала в составе Альянса, и мы даже могли за них играть в третьем варике. У высших эльфов отличительно глаза подсвечены ярким голубым цветом, что немного выделяет их относительно кровавых собратьев. У дополнительных рас есть свои уникальные бонусы, которые отличаются от аналогов оригинального World of Warcraft. Например, у гоблинов дополнительно 10 очков к профессии горное дело и алхимия, расовый бонус к владению дробящим и кинжалами, а также есть свой 40% спринт с 5-минутным кулдауном, что неплохо так капает их в PvP. Гоблинам доступны классы Варлок, Маг, Охотник, Разбойник и Воин. Высшим эльфам же доступны классы Паладин, Маг, Прист, Разбойник, Охотник и опять же Воин. Примечательно, что Воин по-прежнему доступен для всех рас, поэтому можно поставить плюс разрабам за то, что они не отступили от канонов оригинальной классики. У высших эльфов также в бонусы дан повышенный скилл владения луком, сопротивление тайной магии, а также небольшой буст к имеющимся ресурсам. Медитация Кельдарей, позволяющая немного восстанавливать рагу, энергию и ману раз в 5 минут. Механика похожа на маговский Evocation. Не знаю насчет первых двух ресурсов, но вот для кастера, например для хила, возможность восстановить дополнительно много маны очень даже неплохо. Начиная игру, вы автоматически попадаете в гильдию новичков Newcomers. Плюс этой гильдии в том, что вам, во-первых, не придется нагружать нубскими вопросами общие чаты. В этой гильдии никого такие вопросы не будут раздражать, и шанс получить помощь хотя бы советом намного больше. И как бы легче искать пати на стартовые квесты, собирать группы в лоу-левельные инсты, или поинтересоваться, в какую гильдию пойти потом. Да, не обязательно находиться в этой гильдии постоянно, можно, конечно, выйти и примкнуть к другим коллективам. Но для старта это вполне неплохой вариант.
Единственное, что, конечно, стоит помнить, что гильдия интернациональная и официальный язык общения английский. Также, начиная игру, вам дана возможность ее существенно разнообразить, чтобы было куда интереснее относительно прокачки в оригинальной версии WoW Classic. В каждой стартовой локации стоит продавец глифов, у которого в наборе присутствует для вас 3 челленджа. Брать их не обязательно, но если хотите придать своей игре остроты, рекомендую. У каждого челленджа есть определенные особенности, о которых я вам сейчас расскажу. Первый челлендж – Slow and Steady, медленно, но верно. Снижает в 2 раза количество получаемого опыта за убийство мобов, а также отнимает у вас 5% опыта при смерти. Самый популярный глиф, который я рекомендую каждому новичку. Объясню почему. На сервере большое количество дополнительного контента, который при обычной прокачке вы рискуете пропустить и не увидеть. При прокачке в Slow and Steady вам придется заглянуть в каждую локацию, выполнить большинство квестов, в том числе кастомных. Можно выполнять даже серые квесты, поскольку на Turtle WoW нет штрафа по опыту за выполнение лоу-левельных квестов. При таком подходе вы лучше познакомитесь с сервером, увидите все плюшки на нем присутствующие. Кроме того, за каждые 10 уровней вам на почту будут приходить подарки от сервера в качестве награды за достигнутый результат. Награды довольно скромные, но уникальные, получить которые нельзя каким-то другим способом. Это косметические тринички, превращающие вас, например, в огра, факел, питомцы, уникальные рубашки, сумки, монетки для трансмога. Про трансмог расскажу чуть попозже. И в конце, по достижению 60 уровня, вы получаете тот самый меч 1000 истин. Из мультика Южного парка. Меч сам по себе ничего особенного, но в качестве трансмога вполне неплохо смотрится. Второй челлендж отключает возможность отдыха в столицах и тавернах. С виду вроде ничего такого, однако на сервере игроками активно абузится отдых под палатками, которые значительно ускоряют вашу прокачку. Я об этом уже вам рассказывал в одном из прошлых видео и вкратце расскажу еще раз. Палатки – это элемент профессии выживания, который дает вам повышенную скорость отдыха до капа менее чем за полчаса. То есть, постояв под несколькими палатками, вы отдыхаете себе 200% полоску отдыха и сможете получать двойную экспу при прокачке. Палатки ставятся часто в стартовых городах, возле ворот столиц, как у Альянса, так и у Орды, а также на нейтральной зоне у арены Гурубаши, куда можно телепортнуться из Штормграда или Агримара. Имея такой абуз, естественно, ваш экспириенс будет отличаться от оригинального. И чтобы избавиться от подобного соблазна, вам как раз и предлагается взять этот глиф. Предполагается, что в награду ваше оружие будет быстрее прокачиваться. Это, наверное, так, но по факту оно и без того довольно быстро качается. Оружие можно качать и на манекенах, стоящих в городах. Поэтому полезной нагрузки этот челлендж не несет, а скорее просто вас ограничивает для более высокой сложности прокачки. Третий челлендж включает игроку PvP режим, причем везде, даже в стартовых локациях, в столицах. И тут я отмечу, что Turtle WoW PvE сервер. Игроки тут не особо враждебные и не жаждет крови, как на стандартных PvP серверах. Однако все равно находятся любители острых ощущений, выбирающих этот челлендж, чтобы в любой момент быть убитым представителем враждебной фракции. И даже не сомневайтесь, что это рано или поздно произойдет. Любителей World PvP на проекте очень мало. Но они все равно есть. Так же, как есть и гриферы, которые за такими игроками охотятся и пытаются устроить им сладкую жизнь. Тем не менее, этот глиф берут на старте чуть ли не 30% игроков, стартовавших прокачку. Зачем? Затем, что тут реализован похожий принцип вар-мода, актуального в World of Warcraft. За вар-мод игрок получает 30% бонус к прокачке. И именно ради этого бонуса народ отказывается от спокойного кача и подставляется под ножи. Но это стоит того. Имея абуз палаток и 30% буста, качнуться можно очень быстро. Вар-мод включается навсегда, но у вас все-таки есть возможность передумать. Мало ли, однажды захочется спокойной жизни. Вы можете вернуться к продавцу глифов и отключить PvP режим. Но сделать это можно только один раз, за все время. То есть, если вы захотели пойти и еще раз включить PvP режим, то он у вас останется включенным навсегда. Так что внимательно подумайте перед тем, как это делать. Отключить можно не только PvP режим, но и также предыдущие глифы, если по каким-то причинам вы решили, что недостаточно мотивировано их выполнить. Также имейте в виду, что глиф Slow and Steady можно взять только с 1 уровня. Потом он просто пропадет из продажи, и вы не сможете получить за него награду. Вот так.
Кроме всего прочего, на сервере очень популярна хардкор прокачка. Это своего рода фишка сервера, не дающая большинству игроков добраться до финиша и посмотреть таки финальный контент. Не осилил пока ее и я, к сожалению. Это также является уважительной причиной, по которой я до сих пор не могу вам показать весь контент Turtle WoW. Потому что, умирая, мои персонажи удаляются навсегда. Можно было бы, конечно, качнуться и в нормальном режиме, но вот что-то не могу я признать тот факт, что данный челлендж мне не под силу. Поэтому я его стартую вновь и вновь. Ну, давайте по порядку. На старте игроку предлагается квест, приняв который ему предоставляются особые условия существования на сервере. Главное условие — запрещено умирать. То есть, по сути, у вас одна жизнь. Если по каким-то причинам вы умираете, персонажа выбрасывает в экран выбор персонажей, и больше он за него не сможет зайти никогда. Ну, казалось бы, что сложного? Пошел на аукцион, закупился банками, хорошим шмотом и вперед. Однако, для соблюдения честности выполнения челленджа, сервер для вас блокирует аукцион, запрещает рейд от игроков, не входящих в данный челлендж, а также не разрешает вступать в пати к игрокам старше, чем на 5 уровней. По сути, вам приходится полагаться только на собственные силы и только на них. В таком режиме для вас становится более актуальной прокачка профессий, покупка вещей у бродячих торговцев. Вы становитесь более осторожны в выборе мест для прокачки, и вообще игра приобретает свежий оттенок, который так нравится очень большому количеству игроков. Также, когда вы принимаете данный хардкор режим, вас инвайтят в автоматически созданную гильдию с такими же игроками. Ну, имея чатик единомышленников, выполнять челлендж куда веселее. Вы наблюдаете за теми, кто его выполнил, а также видите, кто и как его провалил, тем самым понимая, что не так-то просто взять 60 с одной жизнью. Многим кажется, что это просто, но тем не менее мало кто дошел до конца, прошу заметить. За все время существования сервера до 60-го добрались только 400 игроков. Сервер, я хочу отметить, существует уже 4 года. Про хардкор можно говорить долго. Ну, давайте разглядываем сервер дальше. Что еще привлечет внимание новичка, впервые оказавшись на Turtle WoW? Одна из особенностей, что привлекла мое внимание, это реализация LFG-системы, созданная при помощи интегрированных в клиент аддонов. Можно сказать, что на сервере существует поиск игроков в данжи, почти такой же, как на 3.3.5. Также предлагаются рекомендованные инсты, также формируются пати из 3 ДД, танка и хила. Единственное, что не закидывает автоматом в инст. Ну, это, мне кажется, было бы уже чересчур. Как бы удобство удобством, но если пичкать классику подобными штучками, рано или поздно она перестанет быть классикой. Но, тем не менее, вещь весьма удобная и позволяет избавить вас от спама в ЛФГ в поиске группы. Ну и если, например, по какой-то причине отваливается игрок посреди инста, этот мод может помочь найти замену. Из всех серверов классики, обычных и кастомных, только тут я увидел такую систему. Теперь давайте пройдемся по самым важным вопросам, которые чаще всего задают игроки, думающие о том, залетать ли им на этот сервер. Онлайн. Какой онлайн? Средний онлайн около 1000 игроков. В пике достигает до 1500. Не на Сталариус, конечно, но для классики, я вам хочу сказать, онлайн достаточно оптимальный. Близы, дизайнящие ванилу, примерно на такой онлайн рассчитывали. В одном из интервью я слышал мысль о том, что разработчики не хотели, чтобы мир превращался в эдакий базар, где везде, где только можно, снуют игроки. Игроки не должны мешать друг другу, не должны стоять в очереди на квестовых мобов, и выходя за пределы столицы, игрок все же должен был ощущать атмосферу большого неизведанного мира. 2000 онлайна — это вот то самое количество игроков, которое идеально подходит под сервера WoW Classic. Ну, современные пиратки этот принцип разрушили давно, раздувая свои онлайны до 7-8 тысяч онлайна. С одной стороны, это круто, конечно, когда куча народу. С другой, затирается тот самый элемент ламповости социализации сервера, когда игроки не запоминают, с кем играли, и не особо переживают за свою репутацию. Ну да, пару сотен человек знают, что ты кидал и неадекват, зато остальные 7000 не знают, и можно по-прежнему портить им игру. Вот что я хотел сказать про онлайн. Онлайн на черепахе начал расти относительно недавно. Когда мы пришли на этот проект, он равнялся примерно около 500-600 игроков. Ну вот за пару месяцев игры он подскочил чуть ли не в 2 раза. И думаю, что будет расти еще больше. Еще что я хотел отметить, как я уже говорил, сервер позиционируется как РП-ПВЕ. И кроме всего прочего, тут присутствует кросс-фракция. Игроки Альянса и Орды могут играть друг с другом, вступать в одни гильдии, торговать на аукционе. Это дает куда больше возможностей для формирования групп и рейдов, поскольку набирать состав можно с любой фракции.
По этой причине и не особо важен баланс фракции. Когда все общее, ну какая разница, кого больше. Но если вам так интересно, больше все же орды. Чуть-чуть. Если посмотреть на график онлайна, выставленный на сайте Черепахи, то по последним данным в пике онлайна орды было 854, а альянса 780. То есть перевес примерно на 70 игроков, что я хочу вам сказать, очень даже хороший баланс. Как я уже говорил выше, он не особо влияет на ситуацию в целом. World PvP как таковое отсутствует, поскольку большинство все же играет в PvE режиме. Ну, случаются, конечно, мелкие стычки игроков на вар-модах, но это бывает так редко, что почти никогда. Ну, на самом деле, PvP игрокам будет чем заняться. Все PvP на Черепахе сосредоточено на БГ, а также на PvP-ивентах, иногда устраиваемых администрацией сервера. Присутствуют арены и новые поля боя, дополнительные PvP-фракции и всякие приколюшки для желающих разнообразить свою игру и чужую. Например, можно устраивать охоту на живых игроков, взяв в столице квест, по условиям которого нужно найти этого игрока и покарать. Вот так. Ну, давайте, пожалуй, на сегодня мы ограничимся этой инфой по Turtle WoW, поскольку можно говорить о проекте очень долго, видео может получиться очень длинным. Я предлагаю вам подписаться на канал, чтобы и дальше узнавать интересные детали о текущем проекте, а также о других классических мирах, появляющихся на горизонте. Спасибо, что поддержали лайком и комментарием. До встречи!